Какова должна быть глубина пруда для рыбы? Какие откосы берегов нужно делать? Как сделать все правильно? Всем привет! В этом видео подробно поговорим о том, какая глубина нужна для пруда с рыбой и раками. Также поговорим о важной теме – откосы берегов при строительстве прудов и водоемов. Какой угол откосов берегов нужно выбирать, чтобы берега не осыпались? Если вы планируете создать пруд или хотите улучшить условия для своих рыб и раков, тогда оставайтесь с нами. Почему глубина водоема так важна? Глубина пруда – это не только цифра, она влияет на температуру воды. Вода на глубине летом не перегревается, а зимой не промерзает до дна. Летом, если поставить на глубине аэрацию, то теплая вода у поверхности будет перемешиваться с холодной водой на дне водоема. Тем самым будет убираться термоклин. Зимой на глубине в зимовальных ямах рыба пережидает зиму, впадая в анабиоз, чтобы пережить неблагоприятные условия холодного времени года. Рыба нуждается в пространстве для движения, питания и зимовки. Также глубина помогает поддерживать баланс между растениями, рыбами и микроорганизмами. Оптимальная глубина для разведения различных видов рыб, таких как карп, карась и толстолобик, минимальная глубина 1,5 метра. Для крупных экземпляров лучше сделать 2-2,5 метра. Щука и судак нуждаются в глубине от 2 до 3 метров для комфортного существования. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас была глубина 3 метра, то пруд нужно копать глубиной на 1 метр больше, поскольку все берега все равно осыпаются. Плюс существуют перепады уровня воды в конце лета и весной. Если вы сомневаетесь, закладывайте глубину с запасом. Лучше сделать немного глубже, чем потом переделывать. Для мальков и мелкой рыбы подойдут мелкие зоны глубиной 50-80 см, хорошо прогреваемые солнечными лучами, где они могут спрятаться среди растений. Как глубина влияет на зимовку рыб? В холодном климате главная задача обеспечить, чтобы вода в пруду не промерзала до дна, потому что температура в плюс 2 градуса может быть критической для некоторых видов рыб. Для зимовки рыбы нужно хотя бы 1,5-2 метра глубины. Глубокий водоем защищает рыбу от недостатка кислорода, который часто возникает из-за ледяной корки. Если пруд мелкий, обязательно используйте зимой аэратор или пробивайте отверстия во льду, чтобы обеспечить доступ кислорода и вывод токсичных газов из водоема. Лучший вариант – пруды с разными уровнями глубины. Мелководная зона 20-50 см для растений и мальков. Средняя зона 50-100 см, идеальная для небольших рыб. Глубокая зона от 1,5 до 3 метров для взрослых рыб и зимовки. Это также позволит создать естественный фильтр. Растения на мелководье очищают воду от избытка органики. В мелких прудах вода в жару очень часто перегревается. А мы уже знаем, что из такой воды кислород очень быстро испаряется. И такую воду очень трудно насытить кислородом, что может привести к замору водных обитателей. Также в прудах, где часто теплая вода, очень быстро размножаются сине-зеленые водоросли. Зимой в мелких прудах вода промерзает до дна, что тоже может привести к замору водных обитателей. Поэтому в таких водоемах необходимо расширить глубокую часть пруда и добавить растения, которые создадут тень, чтобы избежать перегрева воды. Если пруд очень глубокий, 3 метра плюс, без мелководных зон, то рыбам и ракам может не хватать кислорода. Поэтому в таких водоемах необходимо добавить мелководные зоны и установить систему циркуляции воды и аэрации. Итак, подытожим. Минимальная глубина для рыбного пруда должна составлять 1,5 метра. Оптимальная глубина 2-3 метра в зависимости от видов рыб и климата. Также сделайте различные уровни глубины, чтобы обеспечить баланс экосистемы. А теперь переходим к теме откосов, берегов при копке прудов и водоемов. Каким должен быть угол откосов, чтобы берега не осыпались? Почему это важно? Потому что если сделать склоны слишком крутые, они быстро обвалятся. А если слишком пологие, то будут занимать много места. Правильно сформированные берега – это залог долговечности и безопасности вашего пруда. Напоминаю, что сейчас мы будем рассматривать только беспленочные водоемы на грунтовых водах. Главная причина обрушения берегов – это неправильный угол откоса. Земля имеет разные свойства. Глина, песок, суглинок, и каждый тип почвы ведет себя по-разному. Если угол слишком крутой, почва не выдерживает веса и сползает в воду. Также свою роль играет дождь, волны и даже деятельность рыб и животных. Особенно любят обсасывать берега карпы. Чтобы берег оставался устойчивым, нужно правильно выбрать угол. Прежде всего, угол откоса зависит от типа почвы. Глина и суглинок – самые стабильные почвы. Для них оптимальный угол откоса 1 к 1,5, либо 1 к 2. То есть 1 метр вертикально на 1,5 или 2 метра горизонтально. Это примерно 27 и 34 градуса соответственно. Песчаная почва более неустойчива, поэтому делаем более пологие берега. 1 к 2 или 1 к 3. Это 18-27 градусов. Насыпная или смешанная почва еще менее устойчива, поэтому угол должен быть 1 к 3 или 1 к 4. Это соответственно 14-18 градусов. Как вы видите, у нас в пруду углы склонов равны где-то 60 градусам. Это
связано с тем, что участок для пруда был ограничен шириной 36 метров и длиной 50 метров с учетом самих берегов вокруг. То есть для того, чтобы сделать глубоководный участок всего лишь 3 метра шириной и 3 метра глубиной, пруд при постройке откосов 14 градусов, как вы видите на рисунке, должен был составлять 27 метров. Ну и оставалось бы на участке по 4,5 метра по бокам, чтобы можно было порыбачить. Поэтому, как результат, ежегодно боремся с последствиями осыпания берегов. Второй важный фактор – глубина водоема. Чем глубже пруд, тем более пологими должны быть откосы. Уровень воды также влияет на стабильность берегов. Если уровень воды часто меняется, лучше сделать более пологие откосы. Также волны от ветра или аэрации могут размывать берега, поэтому в ветреных местах нужны более пологие откосы. Наличие растительности на берегах, корни растений укрепляют почву и предотвращают осыпание берегов. Даже если правильно выкопать пруд, все равно стоит подумать об укреплении берегов. Вот несколько способов. Засев травой. Корни укрепляют склон. Георешетки – современный способ укрепления. Камни, гравий, плиты также предотвращают размытие. Живые изгороди из ивы – природный и эффективный метод. Также не забывайте о дренаже, чтобы вода не подмывала склоны. Если пруд большой, можно делать террасирование склонов. Это добавляет стабильности. Итак, если вы хотите, чтобы ваш пруд служил долго, правильно выбирайте углы склонов. Следуйте рекомендациям для различных типов почв. Укрепляйте берега, и ваш пруд будет не только красивым, но и надежным. А на этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, это видео было полезным. Ставим лайки, подписываемся на канал и до скорых встреч в следующих видео. Ну а если у вас остались вопросы, пишите в комментариях.